Виктория, ты в эфирном пространстве? Да, Так. Что там? Что тебя беспокоит? ничего не беспокоит. Все хорошо? Да. Отлично. Отлично. Хорошо. Тогда на счет три найди эфирное тело Маргарит. Маргарит. Один, два, три. Да, я ее вижу. Выглядит, ам, ну, в таком хорошем пространстве, энергосфера правильной формы, но есть черная точка в области печени. От этой точки в сектор магии подключка. И там как будто бы руки что-то вот так вот липкое тянут. Вот так вот. Мгм. Хорошо. Отсоединись пока что от этого. Мгм. Вернись к эфирному телу Маргариты и считай ее эфирное ДНК на лет. Это она, но у нее на глазах какой-то имплант, как полосочки на глазах, буквально как металлические, то есть искусственные. Считывается это как линзы, и вижу, что какая-то программа как будто бы подкручивает ам, эти вот, оно считывает задушки, ну, как у очков, знаешь, сверху. Мгм. А там как сущности какие-то малюсенькие подкручивают такие линзочки. Считывается как дифференциация личности. Вот искусственные, как кристаллики такие. И от правого глаза, от этого кристаллика такой луч, м, как считывается гипнотический, тянется в сектор интерферентов. И там как будто бы вот так вот ощупывает ам, такое пространство. Считывается поиски виновного. Хорошо. Пока что отсоединись от этого. Мгм. Вернись к эфирному телу Маргариты и спроси у нее разрешение потрудиться с ней за нее. Оля, опять звук у тебя то громко, то тихо, то ничего не слышно. Так, давай так. Вернись к Маргарите и спроси у нее разрешения потрудиться с ней и для нее. Да, она разрешает. Мгм. А, к этим имплантам на глазах, что это за энергия? Считывается отчуждение от себя. Мгм. Так. Как она влияет на Маргариту? Вижу этот луч и опять в поиске виновного, отвлечение от истинного. И я вижу в секторе магии кто-то есть. Считывается от истинного мотива, а, Мгм. доминанты над собой, эгрегора хаоса. Мгм. И вижу в секторе магии Так. Кто? проявляется такой, вот этот Саша, рыжий мальчик, у него как будто бы Так. барабан и палочки. Олег? А Саша кто? Нету Саши. Ам, Почему звучит Саша? Так. Считай, почему мальчик звучит Саша. Это не он звучит, оттуда звучит Саша, а он вот сейчас, когда я обратила на него внимание, то
буквально над ним как бы имя такое, Олег. Но Саша идет Откуда вот идет так Саша? ниже, как бы и у него под Мгм. ногами такая подключка, Так, и идет ниже. Там считывается Саша, и я вижу как будто бы темное пространство, и кто-то как будто бы читает какую-то темную книгу. так, проявляем Считывается этого. организатор, этот Саша, Мгм. организатор семейного хаоса. Так, приказывай ему отвечать, кто он такой. Идет, тупает ногами из сектора духов. Так, кто там проявляет? Такой дух. Проявляет. Считывается дух эгрегора хаоса. Мгм. Миракл, почему-то по-английски, то есть чудо, удивление, а, организация чуда. Вот так вот. Так, как Маргарита связана с этим эгрегором? Я слышу ожидание чуда, Мгм. э, то есть поверхностная такая, то есть считывается отвлечение от реальности. Так, когда Маргарита впервые подключилась к этому эгрегору хаоса, что произошло на физическом плане? Я вижу, что она как будто бы посмотрела в зеркало, и такой блик, как фотография произошла, как будто бы вспышка. И отражение отразилось в секторе интерферентов. И там началось такое, как брожение, как будто бы считывается будет, кто-то чего-то будет. Считывается эгрегор Так. хаоса. Кто находится в секторе интерферентов? Приказываем проявиться. Ну, вот это такой, как туча, такой вот это мир хаоса и его дух, который одновременно есть везде, и здесь, и здесь. Вот этот дух, он называет себя Саша, организатор семейного хаоса. Так, хорошо. На что он притянулся в пространстве Маргариты? Этот дух хаоса. Считывает магия против себя с каким-то зеркальцем. Мгм. Считывается отлучение себя от мира живых. Так, посмотри, что там Маргарита делает с этим зеркалом. Я вижу, она вот так как-то, как будто бы по простынке, по скатерти руками делает. Это ритуал на Мгм. привлечение судьбы. Так, видит ли сейчас Маргарита, что там во время этого ритуала произошло, к какому эгрегору, к чему она подключилась и как это на нее повлияло? Почему-то вот она не смотрит своими глазами, а смотрит через эти дужки, на которых эти линзы. Так. А кто хозяин этих душек, этой энергии? Приказываю проявиться. Я вижу в секторе интерферентов а, Маргариту, которая у нее очень, она подросток, и у нее очень энергии пониженные. Она что-то сильно переживает, буквально как будто бы а, руки заламывает, как будто бы не может справиться с ситуацией. Сейчас я поговорю с ней. Мгм. И она показывает, говорит, что ей одели черный передник. Это как фартух такой.
И он такой тяжелый, как будто бы он свинцовый такой. И такой длинный, что закрывает ей ноги и тянется прямо в сектор интерферентов. Так, кто ей одел этот фартук? Она говорит, что ее мама убила ее. Что это значит? Сейчас я посмотрю. И вот так через сердце ее, такая как лучик в секторе интерферентов, и она берет такого малюсенького ребеночка. Считывается отречение от себя. И опять звучит Саша. Мгм. Что там с этим малюсеньким ребеночком? Кто этот малюсенький ребеночек? Я вижу, что это Маргарита. Она только что родилась. И она зажмуривает глазки, а какая-то сущность, то есть это считывается человеческий фактор, это женщина, которая роды приняла. Она Мгм. считывается как повитуха. И я вижу, как она смотрит на ребенка и буквально оценивающе как-то. И в этот момент появляются эти душки, и она так как будто бы а, куклу небрежно перевернула. То есть ребенок лежал на спинке, потом она его хляп так вот на животик перевернула. И я вижу, как по позвоночнику пошла такая темная волна. А потом она опять ребенка переворачивает и одевается этот фартук. Мгм. Считывается презрение к себе. Мгм. Так. Сейчас Маргарита видит, что там произошло в этот момент, что эта повитуха с ней там сделала, что она приняла от нее. Здесь я вижу, что главный момент, она как будто бы смотрит через линзы, то есть через импланты, через этого внутреннего э, а, демона, скажем так, саботажника. Но рядом лежит мама, и считывается, что это отречение от себя, это как-то связано с матерью, но она как бы зациклена на этой женщине. Мгм. А ты Говорит, сказала, она меня приняла. что Маргарита говорила, что мама убила ее. Что Да. это за ситуация? Она Найди говорит, этот она не момент. приняла меня. Мгм. Что произошло в тот момент, когда Маргарита почувствовала, что ее мама убила, не приняла ее? Что происходит на Она физическом плане говорит, в этот момент? что в эфирном плане она почувствовала, что ее мама как будто бы отдала, говорит, зверю, этой женщине. Мгм. Так. А, Передай Маргарите, да, что она взрослая, она независимая, светлая душа. И что как бы по ее воле она может зайти в тот момент и сама исправить ту ситуацию наилучшим для нее образом, убрать все эти воздействия от той женщины, приказать ей все это забрать от нее, передать Что, маме информацию. да, что интересно, я вижу, как она а, как-то перевернулась, и у Маргариты такой имплант, как будто бы она, а, знаешь, как пирожное в рожку в таком есть, рожок такой, да? И вот этот рожок, вот, он потянулся вот в сектор магии, и я вижу, как он раскручивается, и Маргарита саму себя, еще вот эти две части забирает. Одну из сектора интерферентов, а другую из сектора магии. И в этот момент так хлоп, это зеркальце схлопнулось. А, Мгм. и я вижу, как в двух реальностях этот фартук уходит в детстве. Потом, когда она
вызывала этого духа Мгм. судьбы, то есть какое-то гадание или что-то такое, ритуал был. Мгм. Так, а Вот. третье? А третий сейчас я вижу как маятник, огромный этот маятник, вот так у нее как будто бы над головой, и вот так вот, как часы такие с этим маятником, Так, колышется. что это за энергия? Вот я смотрю, этот маятник, это он как будто бы в такой масонский треугольник Мгм. стоит, как пирамида. Сверху эта конструкция похожа на этот наугольник, на котором внизу, то есть это пирамида, а здесь перевернутая висит как бы пирамида. И этот маятник висит на этой перевернутой пирамиде, и там какой-то символ. Слышу цельнозор. Так, а кто хозяин этого маятника? Этой энергии приказу проявиться. Когда ты это сказала, то этот маятник вдруг перевернулся, тянется в сектор магии. Так, кто находится в секторе магии, проявляем. Считывается Мона и ее команда блюдолизов. Так, приказы ей отвечать, что она делает в пространстве Маргариты. Она говорит, что она командует ее пространством. Говорит, управляю ее судьбой. Так, где разрешение Маргариты на это? Когда Мона впервые появилась в пространстве Маргариты и стала управлять ее судьбой, что произошло на физическом плане? На физическом плане я вижу, как Маргарита как будто бы в телефон или в компьютер вот так заглядывает. И вижу, как этот символ цельнозора переходит из этого экрана как бы вот сюда, где седьмая чакра. И эта седьмая чакра как будто бы замораживается, считывается отвлечение от реальности, Мгм. фантазии, ложная реальность. Так, видит ли сейчас эта Маргарита, что там произошло в тот момент, что она отдала управление своей судьбой Моне? В этот момент я буквально увидела и услышала, считала вот этот момент пробуждения, когда Маргарита услышала, как она вызывает духов. Буквально вот именно эта а, ситуация. И, еще прозвучало, я не договорила, прозвучало, что от Маргариты вот это желание подспудное, что она станет богиней, то есть творцом, Мгм. эм, богиней, но в секторе интерферентов появляются вот эти импланты, как рога, такой антураж, как одежда, плащ такой, видимо, морской, когти, как перчатки с когтями, то есть это все черное, то есть это верхняя оболочка магическая с такими рогами. То есть имеется в виду вот этот контракт с Моной, я вижу, именно с Моной. Мгм. Так, проявляем полностью этот контракт и каковы его условия, на что согласилась Маргарита по нему. Она, я слышу, быть циркулем. Сейчас вернусь. Мгм. В диаметральной геометрии Моны и ее команды блюдолизов. Так, а что получила Маргарита по этому контракту? Я слышу
онемение и оцеменение, как цемент, цементирование сознания на уровне, и я вижу, она достает из нижней чакры как будто бы кусок цемента, который как одна пирамида, а сверху другая пирамида, как две пирамиды верхними концами как бы перекрещивается. Но это уже такая конструкция зацеменевшая. Я слышу создание другой реальности, зацементированной на проекте Моны. То есть здесь уже Илья как бы не проявляется, а именно Мона, потому что с Ильей контракта нет, но остался с Моной. Мгм. Что потеряла Маргарита по этому контракту? Я вижу, идет образ, ее вот такие сияющие руки, слышу творение своей божественной реальности и вижу вот этот луч магический, гипнотический, который направлен в сектор интерферентов. Я слышу искать прошлое, искать виновных. То есть этот уклон, отвлечение от э, поиски истинного мотива. Мгм. А виновных в чем она ищет с помощью Я этого луча? слышу в грехах, ну, в погрешностях, Мгм. в искажениях судьбы. Так, видит ли сейчас Маргарита этот контракт с Моной, на что она согласилась по нему, что она получила, что потеряла? Да, она видит, и я вижу, как она снимает вот эти очки-линзы. Но они не как Мгм. очки, а странная такая конструкция, как две дужки Мгм. с такими живыми сущностями, которые вот направляют вот эти линзы. Она это снимает и отдает Моне. Ам, Видит ли говорит, Маргарита? забирай творение твоей гнусной реальности. Мгм. Так. Маргарита, если хочет, то может расторгнуть этот контракт, зайти в момент перед его подписанием и изменить все наилучшим для нее образом, как она хочет, всю эту Она ситуацию. говорит, что возвращает себе радость, гармонию, процветание, и вижу, как из моего сна, когда мне было 16 лет, мне снился сон, как девочка бежит, а я как бы на башне высоко, а она бежит как бы по дорожке и разбрасывает такие энергии и благословляет счастье тебе, радость тебе, все такое. И сейчас же эта же девочка вот точно так же бежит уже в ее пространстве, и это ее выбор. Это выбор Мгм. души. Хорошо. Посмотри, что там, то, что в нижней чакре вот это пирамиды были А вот это зацементированы, как как раз изменилось. Маргарита вытаскивает эту конструкцию, вот это получается, как считывается замкнутая энергетическая система. Она как бы замкнулась, вот эта седьмая чакра и первая. Мгм. И этими пирамидами. И сейчас она вот одновременно берет и отдает это Моне, а Мона сопротивляется, потому что получает карму. И мне сразу идет информация, что за ее внешней красотой и добротой вот, люди как бы подсознательно, она подкупала, буквально считывается, что подкуп со стороны Моны таким образом, чтобы как бы работали больше с Ильей, но Мону жалели, да, потому что, ну, она есть жертва, но она же одновременно и создатель этой реальности, которая завязывается именно
на прошлых ошибках и не дает этому внутреннему вампиру э, быть побежденным внутренним целителем. То есть энергия этого саботажника, вампира внутреннего усиливалась до этого момента именно вот этим контрактом ам, быть как созидательницей чужой реальности. Мгм. Ну, на самом Хорошо. деле они все там рассказывали, все как есть. То есть люди просто не слышат, что они говорят. Они же таки говорят, что мы из чужой реальности, мы прилетели, мы то и все. То есть на самом деле это полный бред. С одной стороны, с другой стороны, они рассказывают о внутреннем строении антимира, откуда они пришли и что они там магическим образом все завязывают, запутывают эту реальность, прикрываясь какими-то там лозунгами, да. Мгм. Проверь, расторгла ли полностью Маргарита этот контракт с Моной? Я вижу, как она, то есть это как контракт в контракте. Она достает этого ребенка, с этого ребеночка отпадает это как будто бы искусственное такое сооружение сверху, как капсула какая-то. И в этот момент я вижу, как считывается Мона во лбу, черная точка вот так во лбу, где шестая чакра. Мгм. И это считывается черная точка Мона, и там лицо ее. И на самом деле это программа, я слышу, вызывание духов, Так. программирование на самоуничтожение. И когда эта программа появилась в пространстве Маргариты, что произошло на физическом плане? Я вижу, что в руках у Маргариты как будто бы шары такие, и она и жонглирует. Я слышу вызывание духов шариков. Так, а на чем эта программа до сих пор держится в пространстве Маргариты? Сейчас я увидела, как будто в секторе интерферентов такая лопата, и человек копает. Я Так. слышу. И поиск виноватых, Мгм. отречение от Также, себя. Ну, я бы сказала, это копание в прошлом и не взятие ответственности за происшествие, ну, за происшедшее на себя, во-первых. Во-вторых, перетаскивание прошлого в настоящее. То есть вот это считывается диффузия а, между прошлым и настоящим, потому что в эфирном пространстве все находится в одном месте, да, и только наше решение может прошлое отодвинуть туда, куда ему место, его нету, да, то есть это прошлого нет, прошлое в нашем сознании. Это простые эти упражнения, о которых мы говорим, да, они как раз и помогают все расставить на свои места. Упражнения нужны для того, чтобы помочь а, этим контрактам, которые расторгнуты, и вместо этого контракта уже заложен фундамент нового соглашения на счастье, гармонию, но это нужно еще новое соглашение интегрировать в тело, в сознание, в психосоматику. Оно не так быстро происходит, как на сеансе расторжения контрактов. И вот эти упражнения как раз и помогают этой интеграции, то есть перезаписать эти как бы старые шаблоны реакции на новые. Вот это так. вот. Мгм. Видит ли Маргарита, Эта что эта загвоздка конструкция, да, она так и ее? считывается, отвлечение от себя. Я вижу, что
вся эта эзотерическая шушара, она всегда ну, как бы на внешнем локусе, да, на внешнем. Что-то нужно сделать кому-то, вселенной, еще чего-то, но только не в себе в самом. Так. Вот. Видите сейчас это все, Маргарита? К чему такая позиция привела? Она говорит, я вижу ее губами, а на губах такие считывается липстик, то есть помада, черные накладки. Она говорит, что я вижу, я понимаю, но вот эти накладки черные и подключка в сектор а, магии, и прямо опять же Мона проявляется, и я вижу ее рот. И это, вижу, опять считывается эта ситуация, где Маргарита услышала, как она вызывает, но это не она, это ее программы, как бы говорили, а, эти импланты, то есть эти программы, говорили голосом Моны. То есть Мона в ее пространстве как бы так и считывается верховенство власти. И Мгм. почему-то звучит Кремля. Сейчас я посмотрю, почему Кремля. Мгм. И я увидела эту кремлевскую звезду красную, которая Так. вот с такими вот какими-то, как прожилки. Эти Мгм. рубины куда вставлены. Мгм. Так. Считывается мать хаоса. Кто именно мать хаоса? Ну, вот эта звезда, которая Мгм. стоит на такой какой-то, как считывается ножка, как пирамидка черная. Мгм. Так. И А, стоит она, сейчас я посмотрю, ну, такая пирамидка небольшая, сверху огромная мгм. красная эта звезда. Когда я всматриваюсь, то с этой звезды как бы кровь падает, ну, капает. Стоит это считывается на могильнике, могильник. И я вижу как бы в энергетическом плане внутренности мавзолея Мгм. считывается суть кремлевской власти, а под ним, под этим такое белое пространство, как замороженное, Так. считывается культ Дионисия, культ. Мгм. И я вижу, там ходят по кругу, в таком кругу такие люди в таких фартуках, фартуки. Мгм. Так. Считывается а, масонская ложа Кремля. Мгм. А, как Маргарита связана с этой ложей? И я вижу, что сейчас, одну секундочку. И вот они ходили, ходили, потом остановились, и образовалась такая черная магическая звезда, от которой вижу Мона. А, Они используют энергию, телепатический дар Моны, то есть она превратилась в темного телепата, который считывает информацию. Она не может считывать информацию в высоких пространств, только низкого, а за ней стоит дух такой черный в тельняшке. То есть на физике это Илья считывается, Мгм. считывается воплощенный кремлевский вождь. Я вижу труп лежит, труп Сталина, как будто бы в мавзолее. Мгм. Вот, и этот дух, который управляет и Ильей, и Моной, и я вижу, что считывается центр, я слышу центр,
создания культа Цельнозор, и он находится в Москве. Мгм. Давайте проявляем всю эту информацию, весь этот культ, все на А, свет. Когда я это все посмотрела, то я вижу, как Мона встала и сняла, у нее фуражка такая с красной звездой на фуражке, как военная. Мгм. Считывается как спецразведка. Также вот так вот. Это организация по захвату, организация ловушек по захвату душ, считывается думающих душ. То есть те люди, которые, как говорится, не борщом единым живут, но духовные запросы. Вот их отлавливают вот так эти секты специально. Так, посмотри, у этого духа, у этой секты есть частички души Маргариты? Да, он вот так вот открывает сердце, как поддувало. Знаешь, так вот дверцу Мгм. открывает, и там вот маленький ребенок, Маргариточка, это маленькая, которую вот так там она кричит на глазках, считывается передавлена матерью, то есть она чувствует боль, опасность, и вот этот антураж приема родов, это вот все небезопасно для ребенка, и поэтому у нее такие низкие вибрации, и она Мгм. подключается к этой эгрегориальной системе этой женщины. Вот. Я передаю Маргарите, что вся сила в ней. Пусть она всмотрится в свою божественную душу и найдет там ядро ее божественной цельности, гармонии, процветания. И она смотрит и видит там это древо жизни. Мгм. Я передаю, что она сама у себя а, центр опоры, что Мгм. она может сейчас для себя стать и матерью, и отцом, и защитницей, и помощницей, что она может в этот момент, и я вижу, как она в этот момент вот так сгребает, у нее как бы в пространстве это заморожено было, вот эти шарики эти, которыми она как Мгм. бы жонглировала. И она это отдает Моне, и Мона вот так вот берет фартук и это забирает. Так. И также я вижу, как к Моне переходит эта конструкция, пирамида в пирамиде, и передаю Маргарите, чтобы Маргарита вернула всю ее энергию, и я вижу, как ее божественная рука сияющая просто заходит в это поддувало и забирает. А этот дух рассыпался, как стая ворон, в такие хлопья, и полетел. Я передаю Маргарите, что это ее личное пространство, и она может забрать всю ее энергию со всех тех мест, где она теряла ее, Мгм. восстановить Да. свою целостность, гармонию. И вижу, как треснуло это зеркало, зеркало судьбы, и раскололась на осколки. Я передаю Маргарите, чтобы она в этих осколках забрала всю ее энергию божественную, которая соответствует ее ДНК, а эти все разломы черные, магические, да, Мгм. которые как бы соединяли эти фрагменты души, пусть отправляет туда, откуда они пришли. Так, а также Маргарита может зайти в момент своего рождения и вот эту вот перепуганную девочку маленькую, да, вот взять ее под свою защиту, дать ей любовь, ласку, вот, да, вот как бы успокоить, сказать, что вот мы выросли, мы сильные, мы совсем справились, мы цельные, все хорошо.
И я вижу, как, она ее забирает, и эта девочка, как бы этот свет, она как будто бы, знаешь, как это сюси-пуси к деточкам. То есть это энергия нежности. И она вот сюда наполняет, эта энергия, сектор предательства себя. Вот. И разворачивается, отсюда выходит такой рулон бумаги, как писали раньше Мгм. приказы какие-то. И она этот рулон как-то запечатанный отдает в сектор интерферентов, а я передаю ей, чтобы она прочитала, что это, что там Так, написано что это? и кому это она отдает. Что Там это за рулон? написано, там Как? считывается, что отдает часть себя на растерзание. И в секторе магии такие иголки появляются. Мгм. Так, с кем это она этот контракт подписывает? Кто стороны, по которым она отдает себя на растерзание? Приказы всем проявиться сторонам и стать по старшинству. Вижу, такая фигура стоит черная и такой язык. Такой длинный язык. Кто-то лжет, и на этом языке такие иголки воткнуты в этот язык. А, Говорит, в таком, это женщина такая толстоватая, в таком фартуке, и она как будто бы тесто месит, и говорит, что готовит судьбу для своей дочери. Так. Приказы отвечать, кто она такая? Она говорит, мать врунишка. Так. Для какой дочери она готовит там судьбу? Кто ее дочь? Она говорит, моя дочь Маргарита, и от нее такой, как в сектор интерферентов, такой, как дуга такая протянулась. Вот такая, как дужки на глазах были, Так. которые Что это? заменили как бы брови. Что это А за брови я энергия? слышу как сила осознания символизирует. Вот. И там в этой дуге как будто словлена на удочку маленькая девочка. И у мамы на левой ноге такой, как сапог черный. И она говорит, что она выбрала для дочери своей пугающее начало. Так. Для чего она это выбрала для своей дочери? Она говорит, мне Саша приказал. Я вижу, что это выбор связан с выбором ее мужа. Но вот этот Саша, это как родовой контракт. Почему-то он Мгм. Саша называется. Так. Проявляем этот родовой контракт. Сейчас я посмотрю, что он. Я вижу, что он выглядит как будто бы фигура не то человеческая, но больше не человеческая, а как будто бы гном такой какой-то, чудище такое. И А, там, где живут, такое, как поддувало. Открывается дверь. И я вижу там, ну точно, как будто бы поддувало такое, вот эти такие полосочки металлические, куда просыпается пепел. Ам, так. Считывается это как эгрегориальная структура, собирательный образ или ментальная, а, м- ментальная формула.
родовых проклятий. И я вижу, что это, этот Саша ногами пророс там внизу, в секторе магии, как в шарф такой. Считывается магическое воздействие на окружающий мир. То есть это как эгрегориальная ответственность всего рода, совокупная ответственность за магию. Считывается за предшествующее, что это предшествующее поколение, создавшее магическое управление родом. Это как центр. Мгм. А когда эту программу этого Саши Маргарита приняла в свое пространство? Что произошло на физическом плане? Сейчас я посмотрю, что произошло, когда она приняла. Я вижу, что в секторе считывается божественного источника. Ее буквально засасывает. Она как будто бы стоит перед таким пюпитром. На пюпитре такая черная книга, и ее буквально засасывает. То есть, а книга странная. Здесь черная, а сверху такая, как булька сияющая. И то эта булька сияющая потянулась в сектор интерферентов, а эта книга черная в сектор магии. Мгм. Считывается Саша, прошлое воплощение, а, королева Англии. Это с этим связано. Ой, Мгм. Англии, Франции, говорю, Англии. Так, это прошлое воплощение Маргариты. Да, И этот Саша там впервые образовался, эта программа. Правильно сейчас я понимаю? посмотрю. Мгм. Да, какой-то Александр там есть. Так, посмотри, когда эта программа впервые появилась в в роду Маргариты, что произошло на физическом плане. Я вижу ее девочкой лет 10. Мгм. Ну, молоденькая девочка. Ну, как ребенок выглядит. Связано это, считывается, отдали замуж за какого-то ненавистного мужа. Ам, Считывается как неравный брак. Мгм. И появляется такая шкатулка. В шкатулке драгоценности, какие-то бусы. Сейчас я посмотрю, что это за бусы. И я вижу в Мгм. секторе интерферентов стоит такая барышня, молоденькая девушка, уже постарше. И вот этими бусами как будто бы ее одевают. Появляются там, ну, люди, которые ее одевают. Штанишки такие с кружевами, чулочки, ботиночки одевают, потом платье. Считывается, готовят к свадьбе Мгм. за ненавистного мужа. Так. И в какой момент образуется это родовое проклятие? Этот Саша. М. Я вижу, что она положила руку на книгу такую. И здесь, где правая рука, как будто бы спица проткнула ее сверху, вот так вот, луч такой черный. Вот именно вот здесь, правую руку. Считывается отлучение от рода, Мгм. Так. принятие чужой судьбы.
соглашение быть вдовой, и я вижу, как ее муж такой красивый, но ему как бы быть повергнутой, быть вдовой. То есть вот эта вся история, Мгм. как бы в тот момент она ее приняла. Контракт убить себя, я слышу. Так. Проявляем Это этот и контракт. есть вот это магическое, оно как кармическая ответственность Мгм. за С кем? самоубийство. Она как будто бы в этот момент согласилась стать самоубийцей. Мгм. Этот контракт на убить себя, с кем она подписала, всем сторонам этого контракта приказываю проявиться и стать по старшинству. Я вижу, что в том воплощении эта женщина, которая принимала роды, она была выступала в роли матери. Мгм. Э, Так. Она с ней, Маргарита, в том воплощении подписала этот контракт на убить себя. Это даже она не считывается как мать почему-то, но как, роль женщины, которая решает все, Мгм. как будто бы начальница такая. Так. Она является стороной в этом контракте. Да, Так. Приказывай отвечать, кто она такая. а у нее дух, в секторе интерферентов как колесница черная, как будто бы колесница, карета с колесами, и, лошадь такая, как сумасшедшая черная, считывается дух хаоса. Мгм. Замужество по принуждению. И, считывается, что тогда, она приняла решение никогда в жизни больше не выходить замуж, не быть вдовой, не быть, я слышу, омерзительной. Это та светлая ее миссия, которая, ее и, толкала на это воплощение, с одной стороны. И с другой стороны, это черная миссия, это как бы борьба двух начал внутри самого человека. То есть этот образный Саша, но он расшифровывается. Это как бы не имя, потому что я вижу S, точка, потом Ша идет. Так. И как это расшифровывается? Считаем. Оно вот это S считывается как сатана, а это Аша, это как а, библиотека знаний Люцифера. То есть это матрица антимира, как Акаша. Мгм. Мгм. Хорошо, вернись к этому контракту на убить себя. Да. Посмотри, каковы условия его, на что согласилась Маргарита. Ну, кроме как убить себя. Ну, я это все уже поозвучивала. Мгм. Вот. Хорошо. А, и Что, кроме Маргарита, этого что... еще звучит ее как бы светлая миссия — освободить себя. Она считывается от брачных узов. С этим уже этот Саша звучит как Акаша. Мгм. То есть с этой Так. матрицей. То есть освободить себя от матрицы этой магической. Мгм. Видит ли это все Маргарита? Она Вот говорит теперь. перестать долженствовать Люциферу. Мгм. Видит ли Маргарита тот контракт, на что она согласилась? Все ее эти темные, светлые Да, миссии.
Она видит, и я вижу, как она снимает эти образные очки, эти дужки, и разломала их, даже звук такой ломающийся, и отправляет это в поддувало, которое находится в секторе интерферента, и достает Мгм. ожерелье. Вот поддувало это открыла в секторе магии, и достает это ожерелье, как будто бы из живота, и этот Саша образный вот так упал, раздвоился. А она эти достает жемчуга, а я посмотрю, что это за жемчуга, что это за а, бусы такие, связанные на одной нити. Эта нить, Мгм. это считывается э, путь души, а эти а, Жемчужина. жемчужинки считываются осколки памяти, там, где потеряны вот эти частицы души, и как, как будто бы в таких кристаллах запечатаны, заморожены. И Так. я вижу, я слышу, она отказывается от престола. И эта девочка десятилетняя, я вижу, что ее как бы сосватали, наверное, в раннем возрасте, а потом попозже она как бы вышла замуж. Я вижу, как эта девочка маленькая кричит, считывается отказ от престола, отказ и снимает такую маску, эту огромную прическу, эти платья, Мгм. и она выбирает быть собой. Так, хорошо. Посмотри, расторгла ли она этот контракт на убить себя в том воплощении. Я вижу, как он исчез, растаял, и вместо этого луча черного, который Мгм. считывается как пульпа почему-то, такой появляется символ сердца, любви, любви к себе. И такая эта девочка, которая там кричала, успокоилась. И в этот момент я вижу, как Маргарита выдергивает из печени этот шнур, он похож на шнур подключения, как подключают компьютер, так, Мгм. штекер такой. Она вытаскивает, и считывается вот эти хроники Акаши, это на самом деле вот эта запутанность антимира, это вся информационная матрица, и я вижу, как эти бусики, они рассыпаются, Мгм. и то они были связаны, и сейчас идет как противоположное вот этим, как радуга была, застряла у нее между рук, между левой и правой рукой с этих шаров, которых она вызывала. То сейчас эти бусы как бы равномерно превращаются вот в такое шары раздуваются, исчезают границы и становится просто одно сияющее пространство. И вижу лицо Маргариты, и она снимает эту маску. Считывается эта маска черная, быть предательницей самой себя. Мгм. Так, а посмотри, ушло ли это родовое проклятие с рода Маргариты? Я вижу, что этот так называемый Саша, он вот так Мгм. скручивается, как веревка, только в обратном направлении. Знаешь, как из двух частей. Это черная магическая и светлая. Я передаю Маргарите, чтобы она приняла только то от своего рода, что она получила по конам божественной души счастье, гармонию, жизнь, процветание, исполнение ее светлых желаний, а все это темное пусть отдает туда, откуда оно пришло.
ее родителям, и пусть родители передают дальше по роду, по ее всем воплощениям, туда, откуда это все, эта вся матрица, это все зло, магия пришли. Пусть уходит туда навсегда. И я вижу, как это подувало одно за другим, вот так чих-чих-чих-чих, как будто бы многомерное, штук 20 вот так вот, закрываются и уходят. Мгм. Ушел ли этот эгрегор хаоса с пространства Ну вот Маргариты? это он и уходит, и я вижу, как Маргарита вот это все запрещала, но ей тут не хватило чего-то, ей не хватило, я слышу, пространства, воображения, чтобы не просто вот я вижу, как это работает, запрет — это как борьба, эм, а чтобы дать силу своему намерению, то нужно войти в пространство будущей реализованной силы. Вот так оно считывается. И я передаю Маргарите, что сейчас она может наполнить это пространство силой своей воли, выбором света. Вот. Мгм. Оно так и считывается. Визуализация добра. Вот это ж я не зря начала эту практику, да, вдохновляла людей, чтобы они тоже эту практику визуализации мечты делали, потому что это практика. Оно практиковать, то есть один раз пропрактиковать, и потом этот навык остается навсегда, потому что так работает. Нужно как бы отыскать свой путь, осознать, показать подсознанию вот эту, э, что хочешь, да, чтобы выйти. То есть оно считывается как противовес. То есть запрета одного мало. Это как в наших Мгм. сеансах всегда происходит, когда человек расторгает контракт, он наполняется светом. И этот свет, эту полноту, эту гармонию нужно потом трансформировать, да, адаптировать к телу, к психике. Мгм. Так, Маргарита хотела знать, почему вот эти все какие-то воздействия от людей она чувствовала, от этой Светы одноклассницы, от Марии тетки, от этой матери Олега, Лидии. Почему эти все воздействия на нее были? Ну, сейчас идет ответ, что в каждой этой ситуации, я слышу, она была виновата. Так срабатывала матрица, которая буквально как будто бы дюгала ее. Так дюк, дюк. Мгм. Хорошо. Как сейчас выглядит Маргарита? Она говорит, что идет домой. Говорит, Что что это за... возвращается к себе. И Мгм. я вижу, что она буквально выходит из такого пространства, которое... Ой, елы-палы. Знаешь, как возле Ватикана этот шар лежит? А внутри как будто бы он разорван, и такая конструкция металлическая. Вот это она выходит, как будто бы эти шестеренки такие. А что это за пространство такое, откуда, с которого она выходит? Это матрица запутанного сознания, Мгм. ложного считывается. Ложная Мгм. геометрия пространства. Хаос. Так, хорошо. Посмотри, как она выглядит после того, как вышла с того пространства. Я вижу, что она стоит, ну, у нее и так все хорошо было, скажем так. Сейчас она стоит с крыльями, и такой тоненькая прозрачная подключка все-таки к печени есть. Мгм. Так, кто хозяин этой подключки? Считывается Только родовое проклятие себя, и оно вот так вот, эта подключка такой волной в сектор духа.
прозрачная, еле заметная. И держится на этой волне вот так вот, такой черный прозрачный шар. Что это за энергия? Я вижу в этом шаре такой метафора, как ведьма, которая вот так вот над этим сидит. Считывается колдовство на себя, то есть кармическая ответственность за колдовство на себя. Так, а где это? Что это за ритуал был? Колдовство на себя. Это не Не один ответила. ритуал, это много ритуалов. Это оно так и считывается, магическое воздействие на себя. Мгм. Так, видит ли Маргарита все эти случаи воздействия на себя, магические ритуалы, и как они на нее повлияли и влияют? Она видит. Это пора уже просто это все уничтожить и отпустить. Я ей передаю, что Мгм. это прошлое, которого нету нигде. Пусть она прошлое оставит в прошлом, заберет свой опыт, возьмет себе все искры жизни с каждого ритуала, с каждой мысли негативной о себе и вернет весь ее потенциал. Так, что происходит? Но я вижу, как с этого шара, как миллионы таких искорок, искорки такие сияющие, они к ней вернулись, и зашли каждый в свой портальчик, и как бы Мгм. захлопнулись изнутри. То есть каждый этот магический ритуал, это был как дверца, которая открывала ее пространство. Это причина, я слышу, уколов. Мгм. Так, ушла ли эта подключка прозрачная из печени? Я вижу, что она вот так вот развернулась, то есть изнутри выворачивается. Так, что это? Вот, как бы разворачивается, выворачивается наизнанку, и высыпались как из мешка, как из мешочка, вот так от сектора интерферентов к сектору магии высыпались как копейки такие. Что это за энергия? Считывается цена за увлечение магией. Мгм. И сейчас я посмотрю, что в этих копейках. А, в одной вот я посмотрела безбрачие, вторая отсутствие детей, третье вот это да-да-да-да, то есть считывается сплетни, четвертой вот этот мальчик рыжий как будто бы с барабаном, с рыжим таким и с Олег? такими этими, да. Э, То есть, все это, вот этот хаос, эти все ситуации, много тут в Мгм. жизни ситуаций. И они еще наложились на прошлое воплощение. Мгм. Что Маргарита хочет сделать с этими монетами? Она говорит разорвать. Я говорю, что в каждой монетке, в каждой ситуации жизненной, а, там хранится, я слышу, так и идет, древо жизни. Там есть эта искорка ее духа, как дерево, которое буквально расплавляет эту магическую реальность. Мгм. Я ей передаю, что она творит божественной, светлой, чистой реальности. Пусть она заберет все частицы своей божественной души. И сейчас в этот момент я вижу, как у нее между левой и правой рукой вот так как энергетическая волна пошла, ее собственная энергия. И она буквально вот так вот как по спирали вылетает вверх
Я передаю, чтобы она поднялась в самые верхние светлое пространство, наполнялась светом, энергией любви к себе, к окружающему чистому миру, к божественным душам. И пусть отпустит все это прошлое, всех этих, вернет свою собственную силу Божественного Творца. Мгм. И что сейчас стало с той ценой магических действий? Ну, они вот так как бы раскрылись, как будто бы фисташки вот так раскрылись, и с Мгм. них деревья повырастали красивые, которые, как искорки, к ней вернулись. Но сейчас самое главное, что-то тут прозвучало. Сейчас я вернусь. Беру. Послушаю. Что-то здесь. Что там прозвучало? Ну, точно сейчас не могу воспроизвести, только смысл остался. А, с Смысл такой, ам, ага, самоограничение. То есть она самоограничивает себя, самоограничивала. Вот, я передаю Маргарите, что ее реальность есть только здесь и сейчас. Пусть отпустит прошлое туда, откуда оно пришло, вернет себе только опыт, свет, гармонию, процветание Так. и И что закроет дальше? все порталы, и уберет эти иглы. Я вижу, что вот эти иголки, о которых она говорила, это Мгм. те, они таки считываются проклятия, то есть эти самопроклятия, то есть наговор на себя, когда человек плохо думает о себе. Также магические действия, то есть это все совокупно, как магия против себя. Мгм. Я передаю Маргарите, чтобы она закрыла все порталы, отменила все ритуалы, которые она делала, отменила все плохие слова, которые она говорила на себя. Она источник света, гармонии, процветания. Мгм. И как сейчас выглядит Маргарита? Сейчас я вижу, из сердца излучение идет. И вот эти импланты, которые появились, когда она родилась, этот свет буквально ну, растворяет. И Мгм. она берет эту девочку, передаю Маргарите, что она опора, основа и центр Вселенной. Пусть она вернет свое ядро ее божественной души, ее истинную силу. Так. А она отвечает: «Я есть всегда». И Мгм. вся светится, вся энергосфера светится. Мгм. Хорошо. Спроси у Маргариты, всё ли мы для нее сегодня сделали. Она вот так как-то махнула, как будто бы таким платьем, а, которое вот так, какая-то часть этого платья оторвалась и ушла. Она Так, говорит, хорошо. что она расторгла главный контракт души. Мгм. Хорошо. Но спроси у нее, все ли мы сегодня для нее сделали, что должны были сегодня сделать. Она не отвечает словами, но взяла из сектора будущего, как бы достала такую черную звезду и говорит, что убрала предубеждение о себе. Мгм. Так. А я посмотрела, какое предубеждение, и там просто считывается, что это заниженная оценка себя. То есть те люди, которые занимаются магией, вот они как бы не верят в свои
способностей как творца, и она вот это не верила, а сейчас поверила. И вот это самоуничтожение, саморазрушение я передаю, чтобы она забрала все ее энергии, всю свою силу с этого предубеждения. Она светлая божественная душа и способна творить силой мысли свою собственную светлую реальность. М. И что происходит? Но я вижу, как ее энергосфера уплотнилась еще больше, она и сияет. Мгм. Хорошо. Спроси сейчас у нее, все ли мы для нее сегодня сделали на этом сеансе. Да, и она Хорошо. нас благодарит. Все вместе поднимаемся Да, в высокие пространства, самые высокие, наполняемся энергиями светлыми любви, радости, гармонии, благополучия, здоровья, красоты, достатка. Прощаемся с Маргаритой, да, отсоединись от всех от всего, да, проверь свое личное пространство, очисти от всего чужеродного, закрой все порталы. все чисто. Поднимись еще выше, Мгм. наполняйся живыми светлыми энергиями любви, радости, гармонии. М. Ты готова выходить? Да, Я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, с которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно.